Привет, фанаты BTS. Почему Чингук плачет в момент, который должен быть наполнен теплом и ностальгией? Достаточно ли сильны слова Тэхёна, чтобы потрясти эмоции самого молодого участника BTS? И что еще важнее, что именно происходит за воссоединением самой знаковой группы этого поколения? Эти вопросы начали звучать в социальных сетях всего через несколько часов после того, как короткое видео момента воссоединения BTS стало вирусным. Клип запечатлел неподдельные эмоции, многозначительные взгляды, что самое впечатляющее — слезы Чингука, падающие без слов. В постоянно рассчитывающем ландшафте индустрии развлечений Южной Кореи такие спонтанные моменты не только редки, но и впечатляющие. Когда BTS, группа, ставшая символом глобализации корейской культуры, наконец воссоединилась после долгого перерыва из-за службы в армии и индивидуальных сольных проектов, фанаты и не ожидали, что воссоединение закончится слезами и душераздирающими признаниями. Слухи о внутренней встрече BTS на самом деле циркулировали с середины прошлого месяца. Источники из агентства заявили, что воссоединение не было предназначено для публичного потребления, оно не было задумано как официальный контент или прямая трансляция, а скорее закрытая встреча, чтобы отпраздновать годовщину дебюта BTS в частном порядке. Однако 23-секундный видеоклип, который просочился в общественность в тот вечер, изменил все. На кадрах Чингук отчетливо виден вытирающим слезы рукавом, наклонившись. Перед ним Тэхин говорит медленным, но серьезным тоном, с выражением лица, которое редко показывают на камеру. Кадры сразу же вызвали волну спекуляций. Армии по всему миру начали анализировать каждый жест, каждое возможное произнесенное слово и каждое выражение лица, чтобы узнать, что на самом деле произошло за кулисами. Однако подтвержденная информация начала появляться только утром, когда один из креативных сотрудников, известный своей близостью к BTS, под псевдонимом сделал неофициальное заявление через закрытые общественные СМИ. По словам источника, предложение, вызвавшее слезы Чингука, было чем-то, что долгое время скрывалось. Тэхён сказал: «Мы слишком долго были в разлуке. Мне кажется, что наш дом больше не такой теплый, как раньше», — написал источник. По сообщениям, простое, но эмоционально заряженное предложение задело Чингука, который, как известно, является самым экспрессивным и чувствительным человеком среди участников группы. Это заявление не просто слово, оно снова открыло раны, которые они пытались залечить за своими профессиональными улыбками и сольной карьерой. Аналитики корейской поп-культуры немедленно отреагировали на инцидент. В интервью Seoul Culture Weekly профессор Ким Хе-рин из университета Йонси заявила, что слезы Чингука были не просто личной реакцией, а отражением коллективного давления, испытываемого айдолами, которые растут в условиях общественных ожиданий. Когда Тэхён озвучил то, что он чувствовал долгое время, но никогда не говорил, это разрушило эмоциональную стену, воздвигнутую профессионализмом. «Это был очень человечный и очень трогательный момент», — сказала она. Воссоединение BTS было долгожданным, но не все ожидали, что оно представит такую глубокую эмоциональную динамику. После более чем года отсутствия совместных выступлений из-за военной службы, сольных проектов и разных графиков многие подозревали, что внутренняя химия группы могла ослабнуть. Однако реальность оказалась иной, их отсутствие на одной сцене накопило чувство утраты и тоски, которые были подавлены. В предыдущем интервью журналу Weverse Чингук заявил, что он чувствовал, что живет в двух разных мирах, занимаясь сольными проектами. Несмотря на их коммерческий успех и многочисленные награды, Чингук признался, что без остальных 6 участников было что-то пустое. «Иногда я чувствую себя роботом, который просто делает что-то. Но когда я вижу их, даже на экране своего телефона, я снова чувствую себя целым», — сказал он в интервью. Это заявление теперь кажется прологом к событиям, которые наконец-то вылились в слезы на вчерашнем воссоединении. Лейбл HYB пока не сделал официального заявления об инциденте. Однако внутренний источник сообщил, что воссоединение было частью личной повестки дня участников, а не записью для какого-либо проекта. Это не было частью промоушена. Они просто хотели собраться вместе в частном порядке, как семья, которая давно не виделась, сказал сотрудник, попросивший не называть их имени. Однако просочившееся видео оказало давление на агентство, особенно в отношении конфиденциальности и общественного восприятия.
Несколько корейских СМИ начали предполагать, что просочившиеся видеокадры были не единственными кадрами воссоединения. Возможно, что вся встреча была тщательно задокументирована, либо для внутреннего потребления, либо для будущего контента, который будет официально опубликован. Некоторые наблюдатели даже заявили, что запечатленные эмоции могут стать очень мощным документальным материалом для раскрытия человеческой стороны айдолов, которые долгое время считались неприкасаемыми. С другой стороны, ARMY отреагировали на этот инцидент волной сочувствия и солидарности. Тысячи сообщений поддержки заполонили платформы социальных сетей не только для Чингука, но и для Тэхёна, которого считали достаточно смелым, чтобы высказывать чувствительные, но важные вещи. Иногда долгое молчание нужно нарушить честностью. И именно это сделал Тэхён, написал один ARMY на платформе Weverse. Многие также заявили, что этот момент на самом деле укрепил их любовь к BTS, не из-за их совершенства, а из-за честности и глубины эмоций, которые они показали. Главный вопрос теперь в том, станет ли это эмоциональное воссоединение началом чего-то большего? Является ли это признаком того, что BTS скоро снова будут вместе, не только эмоционально, но и музыкально? Предположение не подтвердилось, но ряд признаков начал появляться. Одним из них является активность RM и Хоппи в социальных сетях, которые через несколько часов после утечки видео загрузили фотографию силуэта 7 человек, стоящих на темной сцене, сопроводив ее короткой подписью «Время покажет». Фраза, хотя и короткая, была воспринята как подсказка многими поклонниками и аналитиками. В культуре фандома к поп-общение не всегда происходит в форме прямых утверждений. Иногда одно слово, один смайлик или одна короткая фраза могут вызвать глубокий анализ, который не менее сложен, чем академическая диссертация. Это может быть код. «Они что-то готовят», — сказал журналист Nikon Sports. Но за всеми домыслами стоит неоспоримый факт. Момент был настоящим, эмоции были подлинными, а воздействие было огромным. Он отверг представление о том, что айдолы всегда сильны, всегда спокойны и всегда профессиональны. В тот момент Чингук не выглядел как мировая суперзвезда. Он был просто молодым человеком, который скучал по своей семье и который, наконец, не смог больше нести бремя эмоций, когда самый близкий ему человек сказал ему правду, которая была невысказанной. В более широком контексте этот момент также служит отражением южнокорейской индустрии развлечений. Индустрия, которая является высококонкурентной и часто требует перфекционизма от своих артистов, теперь сталкивается с реальностью того, что люди все еще остаются людьми. Что даже за блестящей сценой есть тоска, усталость и сдерживаемые эмоции. И когда кто-то наконец плачет не из-за поражения, а из-за честности, то это самая чистая форма силы. Некоторые ARMY теперь надеются, что HYBE выпустит полную документацию воссоединения, не для развлечения, а как напоминание о том, что, несмотря на все монументальные достижения, BTS по-прежнему остаются 7 молодыми людьми, которые когда-то обещали всегда быть вместе. Несмотря на то, что мир изменился, и их пути, возможно, разошлись на какое-то время, эта связь остается живой. И слезы Чингука, как проявление боли, тоски и любви, являются доказательством того, что BTS еще не закончили. Что они не просто легенды, которые отдыхают, а люди, которые заново ткут тепло дома, по которому они скучали. Реакция общественности на эмоциональный инцидент на воссоединение BTS также подчеркнула, насколько часто межличностные отношения в группах К-поп проявляются только на поверхности. Внутренняя динамика между Чингуком и Тэхёном, двумя самыми молодыми участниками, которые, как известно, были чрезвычайно близки с момента своего дебюта, стала предметом онлайн-дебатов. Поклонники, которые следили за их путешествием более 10 лет, начали связывать этот момент с различными подсказками из прошлого, закулисными видео, трансляциями в ливе и интервью, в которых эти двое демонстрировали сложную и значимую близость. Многие также вспомнили старую цитату Тэхёна, когда он давал интервью Esquire Korea в 2021 году. В интервью Тэхён сказал: «Бывают моменты, когда я чувствую себя отстраненным, не физически, а эмоционально. Но то, что делает меня сильным, это тот факт, что они, особенно Чингук, всегда возвращаются». Эта фраза кажется особенно актуальной сейчас, как будто она создала прецедент для того, что в конечном итоге произошло на их воссоединении несколько дней назад.